Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю один из самых популярных детских тортов, торт единорог. Покажу и расскажу, как его сделать простыми средствами, чтобы всегда все получилось. Итак, здесь у меня 50 грамм мастики. Сначала сделаем рог. Я ее тщательно разминаю, чтобы не было никаких комочков, и немножко вытягиваю, чтобы в роге потом не было таких разрывов, потому что он у меня будет наматываться по спирали. Раскатываю такой жгутик. И ненужный остаточек просто удаляю. И теперь у меня этот рог будет весить примерно 35 грамм. Я беру шашлычную шпажку, вот такую, 30 сантиметров она в длину, потому что тортик у меня высокий. И держа в руках эту шпажку, я наматываю всю мастику на эту шпажку. И аккуратненько завершаю эту спираль. Просто пальцами подправляю. И в принципе уже рог готов. Здесь главное приспособиться. Мастика у меня цветочная, то есть она очень быстро высыхает. Мастика от фирмы Шантис. Гум-паста она называется. И вот такой рог у меня получился. Он где-то 15 сантиметров в высоту. И 15 сантиметров у меня сама палочка осталась, которая под ним, на которой он будет крепиться в торте. Здесь я взяла золотой кондурин, развела его водкой. Беру кисточку плоскую, такую достаточно широкую. И начинаю наносить кондурин уже на рог. Также можно покрасить из кондуринового спрея этот рог. У меня есть такое видео на канале, я вам оставлю ссылку в описании. И также можно его окрасить, конечно же, из аэрографа. Но вот такой плоской кисточкой очень удобно. Кисточка, ворс у нее не натуральный. Рог уже у меня окрашенный, я его ставлю высыхать опять же в стакан. Стакан берите с толстым дном. Теперь я делаю ушки. Для этого я беру также мастику белую и розовую. Белую мастику я раскатываю примерно толщиной в 5 мм, 4-5 мм и вырубаю вот таким сердечком. Очень удобно. Розовую мастику я уже раскатываю примерно в 3 мм толщиной. Здесь я мастику ничем не смазываю, вы же можете смазать также водкой или водой просто, чтобы она хорошо у вас прилипала. Но у меня она достаточно еще липкая, и лишней влаги я не хочу здесь использовать. Выравниваем сразу все края, чтобы потом они, когда высохнут, уже сделать это будет нереально. И линеечкой аккуратно отрезаю все это. Все это делаю на глаз. И сразу же, как только я это все отрезала, я сразу же придаю этим ушкам форму. Потому что, как я уже сказала, мастика у меня цветочная, она очень быстро сохнет. И я сразу же ее формирую. Также, если у вас будет обычная мастика для покрытия торта, естественно, в нее нужно добавлять СМС, чтобы вам уже было комфортно работать с ней, чтобы быстро сохли ваши детали. Ушки готовы. Я отставляю их пока в сторону. И теперь я сделаю мордочку. Беру нужную мне по размеру крышку, у нее острый край. Также делаю обозначение, вырезаю потом ножом, можно также скальпелем вырезать. И также равняю все это линейкой. Шпателем подправляю.
Глазки у меня были уже распечатаны на сахарной бумаге. И так как у меня единорог, мне нужен был в этом торте такой немножко любопытный. И я сделала ему такие глазки еще синим ободком, чтобы они казались вот такими вот очень любознательными. Также делаем такие маленькие ноздри. Потом я еще сделаю ему ротик, но это будет в конце видео уже. Глазки я уже поместила на торт. Торт я покрыла уже белково-заварным кремом итальянской меренгой. Насадка здесь у меня 1М с розовым кремом. Кондитерская насадка 1М. Начинаем, как всегда, сзади, чтобы вот этот передний завиток у нас был уже без лишних пузырей. Это очень важно, потому что если пузыри пойдут у вас спереди, это будет потом большая проблема, и вам придется, возможно, даже убирать этот передний завиток. Я его сзади особо, конечно же, не выравнивала, этот торт, потому что у меня все это закроется гривой. И гриву я делаю как бы немножко на бок, чтобы она у меня уходила в бок. Теперь такая же насадка 1М. Я взяла нежно-сиреневый тон крема и также делаю завитки уже поверх розовых. Здесь у меня насадка 2F, так называемая насадка Василек с голубым кремом. Из нее такие цветочки сразу получаются. И я также делаю голубые такие завитки, небольшие уже. Потому что основной цвет, конечно же, у торта для девочки, конечно же, он розовый. Здесь делаю такие как бы акценты тоже из голубого крема, как бы украшаю уже такими цветочками. Теперь я беру опять насадку 1М. Крем у меня здесь окрашен цветом листовой зеленый, но взяла, буквально дотронулась зубочисткой до крема. И получился вот такой нежный тон. Здесь у меня, конечно же, ускоренная съемка, но я думаю, что смысл понятен, как я это делаю. Здесь насадка 135, фантазийная сирень или гортензия. Это насадка со штырем внутри, и она дает сразу такой незатейливый цветочек. И я дополняю всю эту гриву, такими украшаю как бы цветочками уже. Торт этот делается совсем несложно. Торт имеет диаметр здесь 16 сантиметров без крема и в высоту 15 сантиметров. То есть торт высокий достаточно. Широкий, очень единорог я никогда не советую делать, потому что он смотрится не очень красиво. Внутри у меня американский бисквит, я его немножко окрасила розовым кремом, и крем малиновое мороженое. Оба рецепта подробные есть на моем канале, ссылки я оставлю в описании. Итак, теперь я буду устанавливать рог. Я ищу очень точно то место, куда я буду устанавливать рог, измеряю все это. И теперь помогаю себе уже такими длинными ножницами, когда уже невозможно руками это все это установить. Рог установлен. Теперь на место стыка я отсаживаю еще парочку цветочков, чтобы не было видно вот этого соприкосновения. И теперь я уже устанавливаю ушки. Ушки просохли. Цветочная мастика моя, вот эта, она высыхает очень быстро, но сейчас масса всяческой мастики продается, поэтому я думаю, что в этом проблемы нет, чтобы ее купить. И все, в принципе, торт уже у меня практически готов. Я еще здесь сделала такой ротик. Единорог у меня такой очень любознательный, позитивный. Единороги бывают такие милашки. Если не делать вот этих вот синих ободков вокруг глаз, это будет такой единорог-милашка. Есть такой степенный единорог на моем канале с закрытыми глазами. Тоже ссылку оставлю в описании под видео.
И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.